После спасения львенка человек оказывается окружен прайдом, и то, что они делают, шокирует. Мутии воды реки Мара бурлили вокруг груди Дэвида Томпсона, когда он боролся с течением, а тонущий львенок отчаянно цеплялся за его плечи. Всего несколько минут назад 34-летний фотограф дикой природы устанавливал свое оборудование на берегу реки, когда стал свидетелем того, что изменило его жизнь навсегда. Детеныш упал в разбушевавшуюся реку, унесенный поводковыми водами, которые поднялись за ночь из-за сильных дождей вверх по течению. Дэвид документировал дикую природу в Масаи-Мара в Кении уже 8 лет, но он никогда не нарушал главное правило натурной фотографии — не вмешиваться в естественные процессы, пока не нарушил его сейчас. Детеныш, у которого не было и 4 месяцев, было слишком близко к воде, когда земля осыпалась у него под лапами. Его испуганные писки, когда его уносило вниз по течению мощным потоком, пронзили профессиональную отстраненность Дэвида. Без колебаний Дэвид бросил камеру и прыгнул в опасную реку. «Я не мог просто смотреть, как он тонет», — позже рассказал Дэвид следователям. «Каждая клеточка моего тела, как человека, пересилила мое обучение как фотографа дикой природы». Спасение чуть не стоило Дэвиду жизни. Река Мара в сезон поводков коварна, полна скрытых обломков и непредсказуемых течений, которые за эти годы унесли жизни бесчисленного количества животных и нескольких человек. Когда Дэвид боролся, чтобы добраться до борющегося детеныша, бревно, скрытое под водой, ударило его по левому плечу, чуть не лишив сознания. Только его решимость спасти молодого льва держала его в тонусе, когда он, наконец, смог схватить изможденное животное. Детеныш, ослабленный от проглоченной речной воды и в панике от травмы, сразу же обвил своими маленькими лапами шею Дэвида и держался с удивительной силой. Дэвид мог чувствовать, как маленькое сердце животного быстро бьется у него в груди, когда он начал опасное путешествие обратно к берегу, борясь с течением, которое, казалось, было полно решимости утащить их обоих вниз по течению к крокодиловым зарослям внизу. То, чего Дэвид не осознавал, борясь с мутной водой, так это то, что за ним наблюдают. На берегу реки, скрытой среди акациевых деревьев, 5 взрослых львиц следили за звуками криков о помощи пропавшего детеныша. Прайд отчаянно искал малыша, следуя по его следам к краю реки, как раз вовремя, чтобы увидеть попытку спасения Дэвида. Когда Дэвид, наконец, достиг более мелководной воды у берега, измученный и задыхаясь, он поднял глаза и увидел картину, от которой у него застыла кровь в жилах. Весь прайд был там. Не только 5 львиц, но и массивный самец льва с темной гривой. Все стояли неподвижно полукругом у кромки воды. Их янтарные глаза были устремлены на него и на детеныша, которого он нес. Мысли Дэвида метались в поисках выхода, но он быстро понял, что у него нет выбора. Он был зажат по грудь в воде, держа львенка, а 6 взрослых львов преграждали ему путь к спасению. Любое резкое движение могло спровоцировать атаку, которая в считанные секунды лишила бы его жизни. Самая крупная львица, явно матриарх прайда, сделала шаг ближе к воде. Дэвид затаил дыхание, ожидая самого худшего. Львы яростно защищают своих детенышей, а здесь он, человек-чужак, держит одного из их детенышей. Все, что он знал о поведении львов, говорило ему, что эта ситуация закончится трагедией. Но сейчас должно было произойти нечто необыкновенное. Нечто, что бросит вызов всему, что ученые понимали о когнитивных и социальных способностях львов. Взгляд матриарха не был наполнен агрессией или угрозой. Вместо этого Дэвид заметил нечто, чего он никогда не видел. В взгляде дикого хищника за 8 лет фотографирования дикой природы признание и то, что казалось благодарностью. Детеныш на руках Дэвида начал тихо мяукать. «Зову свою семью». Звук, казалось, разрядил напряженное противостояние.
И то, что произошло дальше, было запечатлено на водонепроницаемой экшн-камере Дэвида, которая автоматически записывала весь инцидент. Матриарх вошла в мелководье. Ее массивные лапы создавали круги на воде, когда она приближалась к Дэвиду. Каждая мышца в его теле напряглась, готовясь к атаке, которой так и не последовало. Вместо этого львица остановилась всего в 3 футах от него и сделала нечто, что противоречило всем законам поведения хищников, которые изучал Дэвид. Она опустила голову в жесте, который можно было описать только как поклон. Жест длился несколько секунд, в течение которых другие члены прайда оставались совершенно неподвижными, как будто наблюдая за церемонией глубокого значения. Когда матриарх подняла голову, она установила зрительный контакт с Дэвидом. Не угрожающий взгляд хищника, оценивающего добычу, а устойчивый взгляд признания, между равными. Детеныш на руках Дэвида стал более активным, тянулся к матери маленькими лапами, издавая мягкие, чирикающие звуки. Матриарх ответила мягкими, чивкающими звуками, теми же звуками, которые львицы используют для общения со своими детенышами во время кормления и ухода. «Все хорошо, малыш», — прошептал Дэвид детенышу, его голос едва слышный над звуком бурлящей воды. «Твоя семья здесь». Как будто в ответ на его слова матриарх сделала еще один шаг ближе. Сердце Дэвида колотилось о ребра, но что-то в манере львицы говорило ему, что он не в опасности. Ее приближение было осторожным, обдуманным и совершенно не угрожающим. То, что произошло дальше, будет анализироваться специалистами по поведению животных по всему миру в течение многих лет. Матриарх нежно протянула свою массивную голову к Дэвиду, достаточно близко, чтобы он мог почувствовать ее теплое дыхание на своем лице. Несколько мгновений она просто изучала его. Ее умные янтарные глаза, казалось, оценивали не только его физическое присутствие, но и что-то более глубокое. Его намерение, его характер, его роль в спасении ее детеныша. Затем она сделала нечто беспрецедентное в записанном поведении львов. Матриарх начала ухаживать за Дэвидом. Ее грубый язык коснулся его лба, тот же заботливый жест, который она проявляла бы к членам своего прайда. Жест был недвусмысленным, она временно принимала его как часть своей семьи. Дэвид оставался совершенно неподвижным, едва осмеливаясь дышать, пока этот высший хищник проявлял к нему уровень доверия, который противоречил всему, что он, как он думал, знал о диких животных. Уход длился всего 30 секунд, но послание было ясно каждому члену прайда. Дэвид не был угрозой, он не был добычей. Он был человеком, который рисковал своей жизнью, чтобы спасти одного из своих. Другие львицы начали приближаться, их язык тела был расслабленным, а не агрессивным. Массивный самец льва, который держался на безопасном расстоянии, подошел к кромке воды и опустился в положение отдыха, ясно дав понять, что он считает ситуацию мирной. Дэвид осторожно начал двигаться к берегу, все еще неся детеныша. Прайд расступился, чтобы создать для него четкий путь. Их поведение больше напоминало почетный караул, чем хищников, окружающих добычу. Когда он достиг илистого берега, Дэвид медленно опустился на колени и поставил детеныша на твердую землю. Воссоединение было мгновенным и эмоциональным. Матриарх бросилась к своему детенышу, тщательно обнюхивая его, проверяя на наличие травм и мурлыча от облегчения. Другие львицы собрались вокруг, по очереди обнюхивая и осматривая спасенного детеныша. Самец льва подошел последним. Его массивная голова опустилась, чтобы нежно коснуться малыша носом. Дэвид оставался на коленях на берегу реки, с которого капала вода, наблюдая, как разворачивается этот интимный семейный момент. Он должен был быть напуган, окруженный 6 самыми опасными хищниками Африки.
Вместо этого он чувствовал себя почтенным свидетелем того, что мало кто из людей когда-либо видел подлинные эмоциональные связи внутри львиного прайда. Доктор Сара Эмбики, биолог по дикой природе, позже просмотревшая кадры Дэвида, была потрясена тем, что увидела. Поведение ухода, проявленное матриархом, обычно предназначено для членов прайда, объяснила она. Для дикой львицы проявить этот жест по отношению к человеку предполагает уровень когнитивного признания и благодарности, который бросает вызов нашему фундаментальному пониманию социального интеллекта кошачьих. Когда прайд устроился вокруг своего найденного детеныша, Дэвид начал медленно отступать, надеясь дать им пространство и избежать нарушения этого драгоценного семейного момента. Но у львов были другие планы. Когда Дэвид начал отступать, матриарх подняла голову от своего детеныша и издал отзвук, которого он никогда раньше не слышал за 8 лет документирования африканской дикой природы. Это был не рык и не рычание, а мягкий, ракочущий зов, который казался почти разговорным. Другие члены прайда немедленно отреагировали, встав на ноги и заняв позиции в формации, которая захватила дух у Дэвида. Львы выстроились в 2 параллельных ряда, создав четкий путь от того места, где стоял Дэвид, до акациевого дерева, где находилось его фотографическое оборудование. Это была формация сопровождения, почетный караул, защищающий его безопасный проход от реки. «Невозможно», — прошептал Дэвид. Его голос был уловлен водонепроницаемым микрофоном, который все еще записывал каждый момент. «Они провожают меня». Матриарх заняла ведущую позицию справа от Дэвида, а массивный самец льва переместился на его левую сторону. 4 другие львицы фланкировали их, сохраняя идеальное расстояние, когда они начали медленную церемониальную прогулку от берега реки. Дэвид оказался в центре этого необыкновенного шествия, окруженный более чем 1500 фунтами высших хищников, которые относились к нему как к почетному гостю, а не как к потенциальной добыче. Спасенный детеныш, теперь достаточно окрепший, чтобы ходить, бежал рядом с матерью, время от времени поглядывая на Дэвида с тем, что казалось любопытством, а не страхом. Каждые несколько шагов малыш терся о ногу Дэвида, жест знакомства, который оставил Дэвида без слов. Когда они достигли оборудования Дэвида, прайд остановился. Матриарх подошла к Дэвиду в последний раз. Ее массивная голова слегка наклонилась, когда она изучала его лицо. Затем, в жесте, который будет проигрываться миллионы раз в социальных сетях, она нежно прижалась лбом к его лбу, тот же приветственный жест, который львы используют с доверенными членами прайда. «Спасибо», — прошептал Дэвид, не заботясь о том, понимают ли львы его слова. «Спасибо за доверие». Матриарх отступила и издала мягкий чивкающий звук, звук удовлетворения и прощания. Один за другим каждый член прайда подходил к Дэвиду, слегка касаясь его носами или трусь о его ноги. Даже массивный самец льва участвовал, нежно толкнув плечо Дэвида своей огромной головой, прежде чем отойти. Спасенный детеныш был последним, кто попрощался. Малыш сел прямо перед Дэвидом, поднял свою крошечную голову вверх и выпустил маленький мяук, который удивительно напоминал «спасибо». Дэвид наклонился и нежно погладил голову детеныша в последний раз, и оба, казалось, понимали, что этот момент никогда не повторится. Когда прайд начал удаляться, направляясь к тени далеких деревьев для своего послеобеденного отдыха, Дэвид стоял один у своего оборудования, промокший и эмоционально переполненный тем, что только что произошло. Его экшн-камера запечатлела каждую секунду этого беспрецедентного столкновения. Кадры позже будут аутентифицированы экспертами по дикой природе, проанализированы специалистами по поведению животных и представлены в документальных фильмах по всему миру. Доктор Джейн Гудл,
сама назвала это одним из самых замечательных проявлений межвидовой коммуникации и благодарности, когда-либо зарегистрированных. Но для Дэвида технический анализ имел меньшее значение, чем глубокая истина, которую он испытал на собственном опыте. В той мутной реке, окруженной дикими львами, которые должны были видеть в нем угрозу, он стал свидетелем того, что наука только начинает понимать способность к подлинной благодарности и признанию через видовой барьер. Спасенный детеныш вырос до полной зрелости под защитой своего прайда, а Дэвид продолжил свою фотографическую работу в Масаи-Мара. Несколько раз в течение следующих месяцев он встречался с тем же прайдом во время своих съемок. Каждый раз матриарх признавала его мягким, чивкающим звуком, а выросший лев, которого он спас, подходил к его машине без страха, иногда отдыхая в ее тени. Местные гиды Масаи начали называть Дэвида «брат Симбы», человеком которого, хотя и ненадолго, приняли в прайд львов. Туристические операторы начали предлагать туры Дэвида Томпсона, надеясь воссоздать волшебство его встречи, хотя ни один из них никогда не смог повторить необыкновенное доверие и благодарность, которые он испытал. Доктор Бекки основала фонд исследований Мары Томпсона для изучения когнитивных и эмоциональных способностей, продемонстрированных прайдом во время спасения. Опыт Дэвида доказывает, что границы между человеческим и животным сознанием гораздо более гибкие, чем мы когда-либо представляли, написала она в своей революционной статье. То, что мы наблюдали, было не просто поведением животных. Это была демонстрация ценностей, которые мы считаем уникально человеческими. Благодарность, честь и признание морального долга. Для Дэвида Томпсона, который начал тот день с простой надежды сфотографировать дикую природу, эта встреча стала напоминанием о том, что изменило его жизнь. Сострадание — это универсальный язык, на котором говорят и который понимают существа, которых мы только начинаем по-настоящему узнавать.